Привет, друзья! Сегодня новая история из моей жизни. Приятного просмотра, спасибо за лайки и ваше внимание. Смотрите внимательно. Есть страна, которая лечит. Не потому, что у них нет боли, а потому, что они такие старые, твоя боль кажется им маленькой. Они видели столько, что просто кивают «да», и такое бывает. Садись, вот вино, вот океан, помолчим вместе. Лиссабон был именно таким городом. Я прилетела на скалу с одним чемоданом и без простого плана. Первую неделю просто ходила. Вверх-вниз по холмам, по узким улицам Алфамы, мимо домов в синем платке, мимо старух в черном, мимо котов на подоконниках. Слушала фаду из открытых дверей. Это музыка, в которой столько тоски, что твоя тоска на рабочем месте как будто получает разрешение существования. Я думала, побуду здесь месяц, отдышусь, полечу дальше, а осталось на 2 года. Часть первая. Мигель. Его звали Мигель Карвалье. 38 лет. Португалец, но из тех португальцев, в которых намешано столько всего, что точное условие уже не имеет значения. Темные глаза, седина на висках раньше времени, руки человека, который много работал ими до того, как стал делать что-то другое. Он владелец маленького ресторана в Алфаме, маленького на 12 столиков, с видом на реку Тежу. Назывался «Фаду и соль». Я зашла туда на 3-й день случайно, потому что наступил дождь, и это была ближайшая открытая дверь. Он принес мне вино, поставил на стол, сказал по-английски: «В такой дождь нужно вино, а не меню». Я не возражала. Мы не разговаривали в тот вечер, он работал, я сидела, смотрела на дождь и реку. Но когда я уходила, он сказал: «Приходи завтра, дождь будет снова». Дождя не было, но я пришла. Мигель был помощником человека из тех, кого понимаешь не сразу и полностью. У него было прошлое, о котором он не вспоминал в первые недели. Я не спрашивала, у меня тоже было достаточно прошлого, о котором я не обращала внимания. Мы встретились в его ресторане, гуляли по городу поздно вечером, когда туристы расходились, и Лиссабон стал собой. Он знал каждый камень этого города, каждую историю, каждый двор, каждое граффити на стене. Впервые за много лет я решила не выходить из помещений. Не проверяла, нет ли слежек. Не думала о том, что этим именем я не буду занимать свое место. Я просто была. Это было страшнее всего, потому что я не думала. Через 2 месяца я узнала. Не от него, от случайного разговора в баре, от знакомого его знакомого, от той цепочки случайностей, которая в моей жизни почему-то всегда проводила именно тогда, когда я меньше всего хотела знать правду. Мигель де ресторана 8 лет назад был связан с организованной преступностью, которая занималась транзитом. Не наркотики, а оружие. Небольшие партии через Марокко, через Гибралтар, дальше на север. Он был не организатором, а логистом. Человеком, который знал, как перемещать вещи так, чтобы их не заметили. Ресторан был его попыткой стать другим человеком. 12 столиков, вино без солнца, дождь и фаду. Я понимала это лучше, чем кто-либо мог бы понять. Я не ушла. Но я посмотрела на него и увидела человека, который делает то же самое, что делала я все эти годы. Пытается построить тихую жизнь на крыше громкого прошлого. Я знала, как это работает. Я знала, что иногда прошлое не отпускает. Часть 3. Педро. Его появление я чувствовала раньше, чем видела. Февраль 2008-го. Лиссабон после полуночи. Мы с Мигелем вернулись из ресторана. Узкие улицы в Алфаме, брусчатка, фонари редкие, внизу где-то река. Я шла и думала о какой-то бреде, о том, что завтра нужно выпить кофе. И вдруг Мигель взял меня за руку и сжал, коротко, предупреждающе. Продолжал идти с тем же шагом. Неся, он остановился. Только тихо сказал: «Не поворачивай голову. Не смотри назад. Иди ровно». Я не смотрела, я слушала. Шаги сзади, 2, может, 3, ровные, профессиональные, не пьяные туристы, не случайные прохожие. Шаги людей, которые идут за кем-то. Мигель завернул в переулок, потом в еще один, потом остановился у чипа двери в стене, достал ключ,
и мы оказались во внутреннем дворике какого-то дома. Он закрыл за нами дверь. Мы стояли в темноте и слышали, как шаги проходили мимо снаружи. Он сказал: «Это Педро». Педро Машаду – человек из старой организации. Из тех, кто считает, что выхода не существует, есть только смерть или работа. Мигель ушел 8 лет назад, договорившись. Отдал все, что было: деньги, связь, информацию. Думал, что расплатился. Педро считал иначе. Педро считает, что Мигель должен еще. Не деньги, услугу. Один раз, последний раз, используйте ресторан в качестве транзитного пункта. Один груз, одна ночь, никаких следов. Мигель отказал. С тех пор прошло 3 месяца. Педро не исчез, он ждал. Такие люди умеют ждать. Той ночью во дворике Мигель сказал мне: «Вера, тебе нужно уехать. Прямо сейчас. Это не твоя история». Я посмотрела на него в темноте. «Мигель», — сказала я, — «у меня все чужие в истории. Я уже устала уезжать». Часть 4. Ночь в Алфаме. Следующие 48 часов я опишу коротко. Не потому, что нечего делать, а потому, что некоторые вещи, даже сейчас, даже здесь, я не могу произносить в полный голос. Мигель знал людей в суде полиции. Не коррумпированные, настоящие. Одного человека, которому он доверял. Детектива по имени Карлуш, с которым когда-то давно был по одну сторону в истории, которую лучше не пересказывать. Мы встретились с Карлушем в ту же ночь. В машине, в темном переулке, как в плохом кино. Но это было не кино, это была внутренняя возможность. Мигель все рассказал, Карлуш прислушался, потом сказал: «Мне нужно время, сутки, может 2». Мы вернулись в ресторан, закрылись внутри. Мигель отпустил персонал домой. Придумал что-то про проблемы с водопроводом. Мы остались вдвоем. Той ночью он рассказал мне все о своем прошлом, не скрывая ничего. Я рассказала ему все о своем прошлом. Впервые все про Максима, Цыгана, Клауса, Алешу, в общем все. В эту ночь мы говорили до рассвета. Часть 5. Выстрелы в Алфаме. На вторую ночь Педро не стал ждать. Около 2 часов удар в дверь ресторана, не стук, удар, потом тишина, потом звон стекла, окно в подсобке. Мигель позвонил Карлушу. Одно слово: «Сейчас». Карлуш сказал: 10 минут. Это очень долго. Их было 2. Педро и еще один, молодые, нервные, с особой нервозностью, которая опаснее спокойствия. Педро был спокоен, Педро всегда был спокоен, это я поняла позже. Я не буду рассказывать, что произошло за 10 минут. Скажу только, был момент, когда я стояла за барной стойкой и держала в руках бутылку. Не как оружие, как якорь. Просто чтобы руки не тряслись. Выстрелы были 2. Оба снаружи, когда приехал Карлуш с людьми, никто не погиб. Педро принял черный вход. Новая попытка уйти через крышу. Внутри ресторана не царапин. 12 столиков. Вино на барной стойке, стекло из разбитого окна на полу. Мигель сидел на полу, спиной к стойке, и смотрел в потолок. Я села рядом, мы не говорили. Просто сидели и слушали, как снаружи работает полиция. Часть 6. Остаться. После той ночи Мигель предложил мне поехать вместе. Не из Лиссабона, а из той жизни. Куда-нибудь севернее, тише. Маленький город у океана, другой ресторан, другое начало. Я думала 3 дня. Не потому, что сомневалась в нем, а потому, что первый раз в жизни мне нужно было принять решение не из страха и не из расчета, и я не знала как. Я не умела выбирать просто потому, что хочу. На 3-й день я сказала «да». Мы уехали в Синтру, небольшой городок, уменьшенный от Лиссабона, холмы, старые дворцы в тумане, океан за горизонтом. Мигель открыл там маленькое кафе, я причина. Первый раз в жизни я выбирала помещение, и это было мое видение, не чужим. Это была странная вещь, счастье без условий. Я не смогла его носить. Оно было мне немного великолепнее, как чужое пальто, но я училась. Мигель и я прожили вместе 4 года. Это не история с хэппи-эндом,
Потому что хэппи-эндов в моей жизни не бывает. Бывают только хорошие периоды и то, что происходит после. Но это была первая история в моей жизни, где я выбрала себя. Не убегала, не пряталась, не согласилась из-за усталости. Просто выбранный человек и осталась. Этого у меня никто не отнимет. Педро получил 8 лет. Он вышел, я слышала, через 5 лет, за примерное поведение. Где он сейчас, не знаю и знать не хочу. Карлуш до сих пор работает в полиции Лиссабона. Мигель иногда ему звонит на Рождество. А Синтра, она всегда в тумане. Там всегда по утрам туман, который к полудню рассеивается, и тогда виден океан. Я иногда думаю об этом утреннем тумане. О том, как хорошо, когда не видишь далеко вперед. Когда просто идешь. И туман рассеивается по мере того, как ты двигаешься. Это была 5-я исповедь. Я, Вера Ланская, в следующий раз о том, что было после Синтры. И про то, что я сделала, когда поняла, пора снова идти. Некоторые люди остаются с нами навсегда, даже когда мы уходим. Мигель – один из них. Следующая серия будет самой тяжелой из всего того, что я заметила. Но я обещала, только правда.